Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Татьяна. 21 июля вышел в прокат «Оппенгеймер» и «Барби». Яркий контраст визуальной эстетики двух фильмов. «Барби» имеет довольно яркую фантазийную палитру оттенков, разнообразие розового от неонового до пастельного, воздушные желтые и голубые цвета. В свою очередь палитра «Оппенгеймера» отличается от палитры «Барби». Ему присущи бежевый, зеленый и коричневато-красные оттенки. Акцентные цвета желтый и оранжевый. Вдохновившись, я решила создать две картины, которые бы отражали эстетику и задумку этих киношедевров, привнеся свое творческое видение. Итак, давайте начнем. В белую акриловую краску немного добавляю сухую декоративную штукатурку. Состав делаю достаточно жидким. Малярной лентой оклеиваю часть холста и заливаю штукатурку. Распределяю штукатурку по поверхности. Затем добавляю сухой речной песок и смешиваю его со штукатуркой. Высушиваю горячим феном, так как хочу создать трещины и неровности на поверхности. Намечаю окружность, делаю круг с помощью текстурной пасты и зубчатого шпателя. Далее формирую различные узоры на поверхности и продолжаю создавать образ картины. Теперь делаю более фактурные акценты пластиковым мастихином. Шпателем создаю неровности и шероховатости. Поднимаю текстуру, возвращаю ее в виде песочка и небольших волн. Затем аккуратно прижимаю ее и слегка приглаживаю. Добавляю акценты, которых не хватает для восприятия, и прочесываю зубчатым шпателем. После высыхания слегка прошкуриваю наждачной бумагой.
Закрепляю штукатурку лаком на водной основе, разведенным водой 1:3. Я замешала краску. Цвет получился темного вороньего крыла, но можно взять черный цвет. Оставляю белым только акцентный круг на картине. Светло-желтым цветом прокрашиваю серединку и оставшуюся часть лавандовым цветом. Затем растушевываю границы между цветами. Затем беру нежно-розовый цвет. Этим я хочу показать переход. Затем я добавила более яркий розовый и растушевала нежным розовым, чтобы цвет немного успокоить. Умброй натуральной намечаю основной сюжет картины, где я буду накладывать цвета. Морской губкой, предварительно смоченной в воде, похлопывающими движениями наношу краску. Границы растушевываю сухой жесткой кистью. Беру терракотовый цвет краски и небольшой влажной тряпочкой делаю следующий слой. Распределяю краску, оставляю ее в некоторых местах чуть больше для акцента. Далее беру 3 желтых цвета: светлую желтую, теплый желтый и лимонный. Начинаю со светлой желтой и прохожу по всей окружности похлопывающими движениями. Смотрю, где мне хочется добавить краски больше. Затем чистой влажной тряпочкой растушевываю в некоторых местах. Затем беру теплый желтый и добавляю его акцентами. Лимонный цвет делаю также точечными движениями, добавляя в некоторые места, при этом, чтобы были видны предыдущие слои краски. Этим же цветом точечно выхожу за границы круга, чтобы сделать цветовое сияние. Оранжевым цветом создаю теплые отблески. Наношу, слегка прикасаясь к поверхности, сохраняя предыдущие цвета.
умброй натуральной слегка убираю яркость нижних слоев, чтобы дать засиять последующим слоям красок. Темной краской, которой я прокрашивала холст, делаю тени и глубину в картине. Белой краской увеличиваю сияние сердца картины. Влажной тряпочкой растушевываю и одновременно делаю цвета более мягкими и плавными, переходящими друг в друга. Кисточкой добавляю свечение, делаю тонкие линии и растушевываю, создавая дымку. Марс оранжевый. Добавляю еще больше теплоты и базу для ярких цветов. Желтым ярким наношу дымку по окружности. Затем растушевываю в некоторых местах. Теплым желтым, а затем и светлым оранжевым делаю акценты. Снова беру терракотовый и растушевочными движениями прохожу по границам круга, делая краску полупрозрачной, растягивая ее, создавая полутона. Также для целостности цветового восприятия прохожу и в центре картины. Черным цветом полупрозрачно делаю наложение нового оттенка и контрастность картине.
Ярким голубым цветом создаю холодное свечение сердцу картине. Это углубит и выделит его. Желтым и светлым цветом делаю теплое свечение. Серебристым перламутровым пигментом прокрашиваю весь круг. Он сделает его более мягким, дымчатым. Снова небольшие терракотовые акценты для яркости. Желтое яркое свечение по более темным местам. Добавляю ультрамарином в верхнюю часть картины, повторяя рельеф, создавая глубину и отблеск. Смягчаю и делаю холодное сияние с помощью серебристого пигмента и слегка растушевываю. Золотым жемчужным перламутром подчеркиваю рельеф картины. Для этого кистью, практически лежа, веду по ребрам выпуклых частей для мягкого сияния. Чистой влажной тряпочкой делаю легкую растушевку. Для более яркого свечения беру золотой металлик и кисточкой выделяю более рельефные части. Для большей мягкости и загадочности в картине я делаю набрызг белой краской, разведенной водой на 1/3. Растушевываю и убираю лишнюю краску чистой влажной тряпочкой.
Немного добавляю золотого жемчужного перламутра. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться. Увидимся. Пока-пока.